Всем привет! Сегодня я покажу, как устанавливать операционную систему Windows 95 так, чтобы она работала в браузере. Windows занимает достаточно много места на жестком диске. Устанавливать ее с использованием стандартной технологии bundle, когда все файлы включаются внутрь архива, не очень эффективно. Так как размер загрузки будет очень большой, то пользователю придется долго ждать загрузки. Поэтому в JS-DOS появилась возможность использовать так называемые сетевые диски Sock Drive. Они пересылают только необходимые файлы, необходимые сектора диска, когда программа требует их. Чтобы сделать такой диск, нужно предпринять некоторые шаги, и об этом мы сегодня поговорим. Единственное, что я хочу отметить, по идее, устанавливать Windows 95-98 самому не требуется, так как JS-DOS уже имеет набор системных изображений, системных дисков, в частности Windows 95-98. То есть вам достаточно клонировать диск себе, на нем уже настроена система DirectX с поддержкой 3D и так далее. Зачем же нужно это обучающее видео? Редко бывают случаи, когда нужно установить какую-то специальную систему. Либо вы хотите попробовать что-то специфическое. Может быть, установить другой DirectX или какой-то компонент. В общем, для тех, кому нужна кастомная установка операционной системы, это видео. Любая установка операционной системы включает в себя одинаковые шаги. Во-первых, нужно клонировать, то есть создать пустой сетевой диск. Затем найти образы для установки операционной системы. Например, Windows 3.11, 95, Millennium. Любая подойдет. Найти загрузочный диск или дискету. Затем запустить JS-DOS и произвести установку. После этого установочные диски больше не потребуются. А у вас будет образ операционной системы. Попробуем проделать эти шаги вместе, чтобы установить Windows 95. Начнем с создания сетевого диска. Единственное отступление. Вы можете устанавливать операционную систему в обычном браузере Chrome, Firefox, либо использовать специальное приложение. Его можно скачать с сайта DOSZone. С помощью приложения вы сможете более быстро пройти все шаги установки, потому что приложение имеет аппаратное ускорение. Но если вы не хотите его ставить по каким-то причинам, то вы можете воспользоваться обычным браузером. От этого ничего не изменится. Приступим. Первое, что вам нужно сделать, это зайти в студию. Для этого вам нужно просто написать Studio. Вот так называемая студия JS-DOS DOSZone. Неважно, как ее называть. Она не содержит в себе ничего. То есть она предназначена для создания чего-то нового. Чтобы создать пустой бандл, в который мы будем устанавливать Windows 95, мы нажмем кнопку Create Empty Bundle, что буквально означает создать пустой бандл. Он не содержит никаких файлов, у него есть только стандартная конфигурация DOSBox, которая выбрана исходя из предустановок. Мы можем выбрать и написать ее самостоятельно. Так как сейчас эмулятором выбран DOSBox, мы не можем использовать сетевые диски. У нас нет иконки сетевых дисков. Если же мы переключимся на конфигурацию Windows 95, то у нас появится иконка сетевых дисков. В ней мы можем управлять своими сетевыми дисками, и в данном случае нам нужно создать новый сетевой диск. Он должен быть пустой. Нам нужно выбрать из двух пустых вариантов размером 2 ГБ в системе FAT32 и 256 МБ в системе FAT16. Маленький диск может очень хорошо подойти для установки маленьких операционных систем, таких как Windows 3.11, DOS и тому подобное. Но так как мы ставим Windows 95, мы возьмем диск побольше. Чтобы создать копию пустого диска, нажимаем кнопку Fork. Вам нужно указать
имя для нового сетевого диска. Нажимаем кнопку Fork, мы можем проверить, что он появился в списке дисков. Вот он. Отлично, у нас есть новый пустой диск. Давайте загрузим и установим в него операционную систему. Как я уже сказал, мы выбрали шаблон, подходящий для Windows 95. И в шаблоне установлена подходящая конфигурация. Единственная проблема в том, что этот шаблон уже подключает диск Windows 95 V1. И в общем случае его надо использовать. Но в нашей инструкции мы хотим установить чистый новый Windows 95. Поэтому мы заменим диск только что созданным диском. Есть специальная кнопка, которая позволяет открыть все ваши диски. Итак, конфигурация применилась. Запускаем. Как видите, здесь есть сообщение, что диск открыт в режиме только для чтения. Это происходит потому, что вначале перед стартом JSDOS стоит галочка «Открывать диск только для чтения». Если мы ее уберем, будет доступна запись. Но на данном этапе это не важно, поскольку мы просто хотим сохранить конфигурацию, в которой у нас выбран сетевой диск и установлены другие опции. Мы хотим сохранить ее как JSDOS Bundle. Впоследствии мы будем использовать ее для запуска JSDOS. Нажмем кнопку диска и кнопку «Скачать bundle». Все, он создался. Я его сохраняю в загрузке, и мы можем перезагрузить страничку. Вместо создания пустого бандла мы будем использовать только что сохраненный. Выбираем его, включаем опцию записи на диск. По умолчанию эта настройка сохраняется в Local Storage браузере, поэтому каждый раз вам не надо ее переключать. Но так как я использую системного пользователя, то она у меня всегда сбрасывается только для чтения. Я буду переключать ее каждый раз. Мы включили запись, запускаем. Соответственно, у нас здесь уже подключен сетевой диск. Здесь мы видим, что сетевой диск Windows 95 V2. Теперь нам необходимо загрузиться загруженного диска, чтобы установить систему на наш новый сетевой диск. В документации JSDOS есть статья «Как загружаться с пустого диска». В этой статье есть ссылка на загрузочный диск DOS 6.22. Или может быть DOS 7. Я не помню. Мы будем использовать этот сетевой диск, чтобы загрузиться в DOS и начать установку Windows. Вы можете использовать свой файл, но этот файл хорошо работает и проверен. Я его уже себе скачал. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны добавить этот файл с помощью кнопки «Добавить файл». Вот, нажимаем на кнопку добавления файла. Выбираем наш файл. Выбираем файл Windows 95. Теперь мы монтируем загрузочную дискету в дисковод А. А в диск D мы монтируем образ для установки Windows 95. Теперь загружаются загрузочные дискеты. Так мы загрузились. Диск C это наш пустой диск. Как видите, на нем нет файлов и размер у него 2 гигабайта.
А диск D это диск с какими-то системными файлами, а диск E это диск, который мы подключили с Windows 95. Запустим установку Windows 95. Теперь необходимо пройти все шаги установки Windows. Периодически компьютер будет перезагружаться. Чтобы нам продолжить установку, мы должны будем проходить процесс подключения дисков заново. Сейчас я вам покажу. Видео будет ускорено, потому что процесс установки достаточно длительный. Также в установке не работает мышка. Поддержку ее мы сделаем позже. Выполним установку самой маленькой версии Windows. Имя Windows 95. В процессе установки вы можете открыть панель статистики и наблюдать интересную статистику. Сколько циклов делается в миллисекунду, скорость стимуляции процессора, сколько данных было получено и передано по сети, размер кэша и так далее. Также можно перейти в полный экранный режим, но я не буду этого делать, потому что в этом нет смысла сейчас. Здесь мы можем выбрать, что нам необходимо установить. Калькулятор, шаблон документов не нужны. Желательно не устанавливать ничего лишнего, чтобы размер подключения был как можно меньше. Подключаем дисковые утилиты. Мультимедиа. Скорее всего, она нам пригодится. В принципе, мы все выбрали, продолжаем установку. Загрузочный диск нам не потребуется. Сейчас происходит копирование файлов. Учитывайте, что копирование файлов происходит на удаленный сервер, поэтому нужно подождать. Запись буферизованная, то есть во время записи происходит накапливание данных, и они отправляются на сервер. Поэтому процесс копирования файлов идет как бы волнообразно. То быстро, потом замирает, потому что происходит фактическая отправка данных. Потом опять быстро и так далее. Сохраняйте терпение. Программа не зависает, а просто ожидает завершения отправки данных. В любом случае, если программа зависла, можно перезагрузить страничку и попробовать снова. На данный момент, как мы видим, отправилось уже 44 мегабайта данных. Почти. Теперь 55 мегабайт. Готово. Нам теперь необходимо перезагрузить компьютер. Перезагружаем. Иногда, не очень часто, Windows не перезагружается до конца и зависает. В этом ничего страшного нет.
Можно просто перезагрузить страничку и выбрать наш бандл. Наш бандл не меняется, потому что все файлы, которые устанавливались в сетевой диск, они устанавливались на сервер, а бандл содержит лишь описание. Выбираем наш бандл и запускаем. Забыл включить запись на диск. Нам нужно подключить диск Windows 95, потому что установка еще не до конца завершилась. И этот диск потребуется для продолжения установки. Дискета установочная уже не нужна, потому что диск C стал загрузочным. Загружаем только Windows 95, монтируем его как диск D. Загружаемся с диска C. Меняем букву диска. Диска нет. Что же делать? Тогда отменяем установку. Похоже, Windows не смогла найти драйвера для каких-то устройств, но мы сможем установить их позже. Попробуем подождать и посмотреть, что будет. Выбираю свою таймзону. Принтера нет, поэтому отменяем установку. Все, система установилась. Попробуем еще раз. Диск на месте. Просто монтируем его и загружаемся. Здесь должна выводиться статистическая информация о том, сколько данных было предзагружено. Но из-за ошибки показываются отрицательные значения. Скоро я это исправлю. Даже без диска нам удалось установить Windows. Попробуем установить драйвера. Нужно выбрать установочную папку. Отлично. Драйвера устанавливаются. После установки Windows нужно ее настроить оптимальным образом для GS-DOS. Как видите, мышка не работает, поэтому первым делом начнем устанавливать мышки. В документации есть статья, где вы можете посмотреть, как настраивать Windows. Я приведу самые необходимые шаги. Во-первых, это подключение мышки.
вам нужно скачать специальный драйвер от DOSBox X, который позволяет интегрировать мышку в Windows 95. Скачаем архив. Архив скачивается, вернемся в документацию. После того, как мы скачали архив, нам нужно его распаковать. Тут есть разные операционные системы. Выбираем подходящую нам. Даже не так. Где-то здесь должен быть собранный установочный диск. Каждый раз не могу его найти. Вот он. Копируем его в папку загрузок, чтобы было проще его найти. Нам нужен только этот файл. Теперь нам нужно подключить его к только что установленной Windows. Иногда кнопка Alt западает. Когда вы делаете Alt-Tab, у вас меняется фокус, но JSDOS считает, что кнопка Alt по-прежнему нажата. Если у вас перестала работать клавиатура, это значит, вам нужно один раз нажать кнопку Alt. Так, выключаем Windows 95. Перезагружаем страницу, подключаем наш бандл, включаем запись и теперь подключаем скачанный диск. Подключаем как диск А, загружаемся с диска С. Следующие шаги. Открываем контрольную панель, добавить устройство. Выбираем мышку. Выбираем, что у нас есть диск. И выбираем наш драйвер. Выбираем подходящую версию Windows. Вот он наш драйвер. Теперь нам нужно найти уже установленный стандартный драйвер и выключить его. Иначе драйвера будут конфликтовать. Открываем систему. Менеджер устройств. Выбираем стандартную мышку. Отключаем драйвер. Все, перезагружаем.
как я уже говорил, иногда не очень понятно, завершился Windows или нет. Но в данном случае все прошло нормально, продолжаем работать. Теперь, если мы загрузимся, у нас должна заработать мышка. Проверим это. Да, мышка заработала. Сейчас Windows проводит дополнительные шаги настройки. Отлично. Следующий очень важный этап настройки Windows 95 – это установить оптимальные настройки для файловой системы. Оптимизируем чтение с диска. Система, настройки, файловая система. Необходимо оптимизацию Read Ahead выключить. Она не ускоряет, а наоборот мешает, так как у JS-DOS есть свои механизмы кэширования, и они более эффективны, чем то, что есть в Windows 95. Мы установили мышку, установили оптимизацию файловой системы. Следующий очень немаловажный, но в принципе не обязательный шаг – это установить драйвера 3dfx. Скачаем драйвер 3dfx. Распакуем его в папку. Чтобы его установить, мы должны подключить эту папку к нашему Windows 95. Выбираем наш бандл. Выбираем наш бандл, включаем запись. Используем загрузку папки, прямо указываем папку 3dfx. Все, файлы загружены. Монтируем текущую папку как диск D. Загружаемся с диска C. Открываем диск D. Все файлы на месте. Здесь у нас есть неизвестное устройство. Это 3dfx карта. Установим для нее драйвер. Здесь я не вижу 3dfx. Давайте просто попробуем установить драйвер системы. Выбираем драйвер, нажимаем Install. Похоже, это не очень помогло. Ладно, попробуем указать драйвер явно. Выбираем Update Driver и указываем наш диск D. Отлично, так сработало.
М, Кажется, Windows 95 требует свой установочный диск. А, еще раз, кажется, Windows 95 диск все-таки нам потребуется. Немного запутано. Просто я последний раз делал это давно и уже забыл шаги. Но в любом случае нам теперь придется подключить диск Windows 95. Перезагружаем компьютер. Так, папка 3dfx на месте, подключаем ее. Добавляем диск с Windows 95. Подключаем диск E и загружаемся. Так, в прошлый раз мы, видимо, не завершили правильно Windows, и теперь ему нужно проверить диск. Я рекомендую пользоваться опцией Shutdown вместо перезагрузки. Так, попробуем еще раз. Выбираем неизвестное устройство. Выбираем драйвер. Так, похоже, Windows начал что-то устанавливать. Мышка работает медленно, система подвисает. Похоже, он что-то ставит. Сейчас посмотрим. Да, уже переслано 24 мегабайта данных. Подождем, пока он закончит свою установку. Он установил Microsoft Network. Не знаю, зачем это сделал. Лучше бы он установил драйвера. Выбираем неопознанное устройство. Нажимаем обновить драйвер. Указываем наш диск D. И нажимаем установить. Опять указываем диск D. Установка пошла. Теперь он устанавливает что-то с Windows диска, с Windows 95 диска. Драйвер мы установили. Проверим, работает он или нет. Смотрим в устройствах. Так, драйвер на месте. Запустим DirectX Diag. DirectX не установлен. Чтобы проверить, что у нас работает ускорение 3D, необходимо установить DirectX. Давайте установим DirectX 6.1. Скачаем DirectX 6.1. Сохраняем в папку и распаковываем. Распаковываем.
загружаем наш бандл, включаем запись и подключаем папку с DirectX 6. Достаточно много файлов, необходимо подождать. Подключаем папку как диск D и загружаемся с диска C. Открываем диск D. Запускаем установку. Установим более новые драйвера. Драйвер 3dfx менять не нужно, он самый последней версии. Драйвер звуковой карты можно обновить. Итак, DirectX установился. Можно попробовать установить DirectX 7 поверх. Он может даже заработает. Но мы этого делать не будем. Посмотрим, получилось ли у нас активировать ускорение 3D. Загрузимся с диска C. Когда ваша система будет полностью установлена и настроена, она начнет загружаться быстрее и быстрее, потому что бэкэнд кэширует наиболее часто используемые сегменты диска и сразу передает их при старте системы. Об этом сообщает вот это вот всплывающее сообщение. Но так как сейчас мы выполняем установку, то бэкэнд не может сформировать правильный список оптимально используемых сегментов диска. И поэтому он работает не оптимально. Проверяем, появился ли DXDiag. Ура! Мы сможем проверить, работает ли ускорение. Первый дисплей использует драйвер S3, и он не поддерживает DirectD. Проверим, поддерживает ли он DirectDraw. Так, DirectDraw работает. Дальнейшие шаги нам не интересны. Дисплей 2 это видеокарта 3dfx. И она поддерживает ускорение 3D. Давайте проверим. Софтварный рендеринг работает. Теперь проверим ускорение 3D. Тоже работает. Прекрасно. То есть мы установили Windows 95, настроили в нем мышку, установили драйверы 3dfx, установили и настроили DirectX с аппаратным ускорением. В принципе, эта система готова для установки игр и программ. Вам нужно только ее выключить. Вы можете создавать на ее основе бандлы, вставлять туда игры и программы. Вы можете ее скопировать в новый диск, использовать его для установки чего-то нового. Можете просто разместить этот бандл на своем веб-сайте, и на вашем веб-сайте будет работать Windows 95, 98, 3.11. В
принципе, я думаю, это видео достаточно разъясняет, как все работает и как устанавливать систему. Но мне интересно поставить еще в эту систему Diamond Tools, чтобы можно было подключать диск с играми. Как только я это сделаю, у нас будет полноценный образ Windows 95, в котором можно будет монтировать образы дисков, ставить их и играть. Всем спасибо. Сегодня это все.